Здравствуйте, мои замечательные зрители! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Хочу сейчас предложить вам гадание, но прежде чем мы его начнем, я просто поблагодарю вас за то, что вы есть у меня, за то, что вы приходите ко мне на канал, берете подсказочки для себя какие-то важные, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, лайкайте. Кстати, сейчас приглашаю вас подписаться на мой канал, кто не подписан, и поставить этому видео лайк авансом. Вот, и мы с вами будем начинать. Благодарю вас сердечно. Дорогие мои, сегодня я хочу предложить нам гадание с вами. Сигнификацию на Ленорман мы проведем. Мы посмотрим, какую подсказку даст вам через карты Таро ваши ангелы-хранители. Мы все знаем, более того, мы чувствуем. У каждого из нас есть ангел-хранитель, а у кого-то даже больше, чем один, даже два, может быть. Вы тоже это, в большинстве своем люди чувствуют. Вот смотрите, иногда вы хотите принять какое-то решение, да, а потом вас как будто кто-то одергивает, да, не иди туда, не делай, не садись в этот автобус, там, да, еще что-то, не иди. Я так уже этот пример приведу, да, сколько людей бывало такое, что не сели в какой-то вид транспорта, а потом с этим транспортом что-то произошло, правда? Люди просто услышали своего ангела-хранителя, услышали и не сели в этот вид транспорта, допустим, какой-то опасный. И другие подсказки, просто мы их не все умеем читать, чувствовать, да? Вот сегодня мы попросим наших ангелов-хранителей через карты Таро дать подсказки для вас, для тех, кто собрался у меня на гадании. Итак, сигнификацию проведем сейчас, и затем я вам представлю колоды. Ну что ж. Вы сегодня, в каких вы энергиях находитесь сегодня? Как вас видит мироздание? Так, карта перемен вышла. Кораблик, всегда движение к каким-то переменам судьбоносным. Возможно, вы стоите на пороге сейчас перемен. Кто-то меняет работу, кто-то... Перемены у кого-то происходят в личной жизни, да, кто-то переезжает, съезжаются люди, разъезжаются люди, по-разному происходит, да. Кто-то, возможно, для себя принимает какое-то важное решение в жизни, связанное с вашей реализацией, да. И, возможно, реально кто-то просто сейчас в пути, да, вы едете сейчас и смотрите этот расклад, и вы в путешествии куда-то перемещаетесь. Так. Что еще карты скажут о вас? Вы знаете, я вижу, что будет проясняться для вас некоторая ситуация. Видите, уходят тучки. Да, они есть, но они уходят. Вот вы уже перемещаетесь к тому, чтобы стало ясно. Что-то будет ясно для вас. Либо о каком-то человеке не очень для вас, к вам положительно настроенным, да, так как змея у нас может показывать женщину какую-то негативно на вас настроенную, к вам, вернее. Но у нас змея это еще и мудрость, это у нас еще и здоровье, то есть по-разному показывает. Возможно, для кого-то из вас будет проясняться какая-то ситуация со здоровьем связана, либо ситуацию вы проясните благодаря своей мудрости, опытности, либо встрече с каким-то человеком, но это будет обязательно женщина, потому что эта карта всегда показывает женщину, которая своей мудростью и опытностью прояснит вам какую-то ситуацию. В общем, то, что точки уходят, это уже замечательно. Да? Что-то запутанное, что-то непонятное, какие-то туманы. Все это будет проходить. Проходит сейчас, возможно, потому что мы смотрим, сегодняшний день у вас, да? Так, вы знаете, для кого-то сейчас жизнь, она как-то идет, знаете, как белка в колесе. Смотрите, работа, дом, работа, да, потому что, сад это у нас очень часто социум может показывать работу. Вышли часики у нас. Здесь, знаете, карты хотят сказать, ваш ангел-хранитель хочет сказать, что, возможно, вы сейчас ощущаете то, что, может, как-то неправильно используете время свое, которое вам дано. Может быть, как вы живете, как на автомате, да, не успеваете радоваться жизни, как-то замечать какие-то моменты прекрасные, либо из-за вот этой монотонности жизни и бытия, да, забываете о том, что жизнь должна быть еще и прекрасной, радостной. Как будто показано, что время сейчас для вас важный фактор. Всегда он важный фактор, но мы прекрасно понимаем, да, когда мы уже начинаем чувствовать время. Что-то нужно менять, вот так вот.
Вот так я вижу эту линейку. Так, мужчина идет. Мужчину мы должны рассмотреть, что о нем скажут карты. Так, для кого-то сейчас вы изучаете какого-то мужчину. Возможно, общаетесь, он вам очень нравится. Вышла у нас, видите, здесь карта мужчины в таком оголенном виде. То есть здесь мужчина такой сексуально для вас притягательный. Опять же, вот его образ также его характер показан, то есть медведь. Здесь может, знаете, как показывать то, что он, например, крупный такой сильный мужчина, да, но может показывать его характер, то, что он защитник, то, что на него можно опереться. И вы это, возможно, чувствуете. Либо это показано то, что вы ищете в мужчине каком-то, да, вы хотите в нем найти защиту и опору, ну а также, конечно, чтобы он для вас был привлекательным. Может быть, вы сейчас на выборе, то есть тогда это собирательный образ мужчины, если вы общаетесь с несколькими мужчинами, изучаете характер, переписывайтесь с кем-то, да, общайтесь с кем-то, рассматривайте под микроскопом. Может быть, прям просто реально, да, рассматривайте фотографии этого какого-то мужчины, либо нескольких мужчин, это тоже может быть, если вы сейчас в поиске находитесь. Так, что еще вокруг вас происходит в вашей жизни? Угу. Вы знаете, не скрою, что кому-то может прийти письмо, известие какое-то, связано, видите, с колечком, то есть каким-то приглашением на свидание, кому-то может с объяснением в любви. Но здесь почему-то вышла хитрость. То есть обратите внимание, кто это может быть. Может быть, вот особенно это коснется, знаете, кого? Женщин, у кого есть общение, особенно переписка в интернете, если мужчина себя не показывает. Вот фотография и все, да, и любуйся на меня. Нет у него возможности, он живет в такой стране, он в проблемном регионе, да, нет видеосвязи, еще что-то. Вот здесь попахивает, знаете, вот каким-то обманом, даже коварством. Поэтому вот все его предложения, обратите внимание, чем они будут продолжаться. Если он будет просить денег, то, конечно, будьте добры, да, просто удалите этого человека из своей жизни. Вот, не доверяйте ему. Ну, вот какая-то хитрость, видите, есть рядом с кольцом и рядом с письмом. Вот, кольцо – это у нас объединение, поэтому обратите внимание, здесь может быть речь идти не только о любовных отношениях, здесь может быть о каком-то именно, простите, финансовом деле, да, потому что по кольцу люди объединяются. Два человека, больше человек, да, какая-то, это может кольцо даже обозначать как бы какую-то общность, как общность людей, да, какой-то коллектив даже, допустим, да, ну вот какие-то, это может даже линейка говорить, например, если у вас руководитель вашего коллектива пообещал вам какие-то выплаты, доплаты, и вы там ожидали каких-то классных доплат, а он там, в общем, очень мало даст. Ну, как бы схитрил, да? Что-то вот коварство, хитрость связана, как видите, да, может быть с бумагами, может быть с деньгами, с вестями, с сообщением. И кольцо у нас не только мужчина, говорю же, это еще объединение людей. Обращаем внимание на это. Себе дороже, да? Люди развернутся и пойдут дальше. Так, еще что сейчас на данный момент вас окружает? О чем вы думаете? Так. Вы знаете, здесь я вижу, смотрите, вот дерево у нас очень часто показывает карту дома, то есть семья, допустим, да. Поскольку выпал рядом вот эти две карты очень положительные, счастливый случай, удача, клевер и карта семьи, здоровья, дома и так далее, семейного дерева, то здесь я маску, знаете, как читаю, поскольку от этой маски негатива нет. Скорее всего, может быть, вы, если у вас есть какие-то проблемы, вы для своей семьи одеваете вот эту маску, что у вас все хорошо. Вот, улыбаетесь, когда приходите, да, как будто у вас все хорошо. И ваши слезки не показываете никому. То, что у вас есть какая-то на сердце боль, какая-то печаль, какие-то свои обиды. Не обязательно на семейных ваших, на домочадцев, да. Это могут быть ваши какие-то печали личного характера. Ну, то есть кто-то, скорее всего, скрывает от своих родных настоящее положение своих дел и свое душевное сейчас состояние, скажем так. Я вот так вот читаю. Потому что если бы здесь был какой-то негатив, мы иначе бы прочитали эту карту. А так, поскольку у нас вот так вот мы разложим. Там у нас дама вышла. Угу.
Итак, смотрите, если читать вот напрямую эти карты, то здесь как будто будут какие-то мелкие проблемы, связанные с детьми. То есть что-то разбил, что-то перевернул, да, принес там какую-то оценку не очень хорошую, либо в школе там наругали, что-то учительница там написала, да, в Вайбере или где, что там вел себя нехорошо. Такое тоже может быть вот реальная, да, какая-то возня, такая мышиная возня, связана с ребенком. Это так напрямую, если мы читаем эти карты. Так, если мы посмотрим еще, покрутим со всех сторон, да, эту линейку. Здесь могут быть какие-то крыски, мышки, которые хотели бы поживиться за ваш счет. И это связано с каким-то вашим, с чем-то вашим новым, с каким-то начинанием. Что-то вы задумали, и уже тут как тут есть какие-то люди, группа людей, которые хотят либо все испортить, они же портят все, да, вот мышки, крыски погрызут и убегут, да, уже вещь испорчена. То есть хотят что-то ваше новую задумку какую-то, ну, испортить, да. Может, вы что-то на работе задумали, такое прекрасное, а из коллектива кто-то нашелся, который сказал: чепуха, это все, не надо это делать, там, не знаю, вечеринку новогоднюю, допустим, да. Кто-то что-то такое желает подпортить. Но есть ощущение, что вы в курсе, кто и что, да, что это не за вашей спиной, это вы будете это все слышать и знать. Вот. Ну, вот такая у нас сигнификация. Еще пару карт, и мы пойдем уже в сам расклад, конечно. Так, действительно, это где-то на работе, для тех, кто работает. Видите, это и вышла карта работы у нас. Вот такая вот подсказочка. Да, видите, вышла карта Луна. То есть на работе есть какие-то люди, которые могут в глаза улыбаться, за глаза что-то там обсуждать, сплетничать, что-то ваше новенькое хотят испортить. Возможно, знаете, даже вы пришли там очень, придете или пришли уже в красивом платье, да, все сказали: ой, как красиво, а за спиной там обсудили. Такое тоже может быть. То есть смотрим дальше. А теперь, дорогие мои, я вас познакомлю. Мне пришла, покажу вам новая колода. Мне пришла замечательная. Очень хочу с ней начать работать. Вот она. На вот этой колоде мы сделаем первый вариант. Да? Первый вариант. И сейчас я придумаю, подумаю. Так, и вот такой второй вариант у нас будет. Пожалуйста, загадывайте, дорогие мои. И мы сейчас с вами начнем гадание. Ангелы-хранители ваши, что они захотят вам сказать, подсказать, посоветовать, возможно, через Таро, учитывая вашу сигнификацию. Первый вариант, второй. Итак, я убираю второй вариант. Пожалуйста, кто не выбрал, не успели вы, да, времени не хватило, просто нажмите на паузу и подумайте, какой вариант хотите выбрать. А я буду начинать. Итак. Новая колода, знакомьтесь, так она мне понравилась, она еще совершенно не работала, я ее только вот просто рассматривала. Для вас буду впервые. Интересная, очень современная такая трактовка. Так, дорогие мои, первый вариант. Советы вам от ваших ангелов-хранителей. На что нужно обратить внимание, что будет происходить в вашей жизни нового, важного, интересного, хорошего, да? Давайте. Итак, первый вариант. Поехали. Итак, дорогие мои, первая же линейка говорит о том, что то, на что вы сейчас тратите время в поиске, в каких-то ваших желаниях встретить другого мужчину, встретить половинку свою, либо наладить отношения с тем, кто вам уже симпатичен и нравится, у вас это получится. Смотрите, первая карта у нас вышла, это у нас паж, мечевой паж. То, что я говорила, когда человек что-то смотрит, узнает, хочет получить какую-то информацию, да, вы ищете какую-то информацию, которая связана с тем, чтобы вам открылись дороги ваши любовные. Это может быть как реально, да, просмотр анкеты, допустим, мужчины там на каких-то в соцсетях, допустим, либо просмотр какой-то информации для вас важной, которая вас к этому приведет. Может, вы собираетесь куда-то в путешествие и эту информацию сейчас ищете, а именно там в путешествии познакомитесь с мужчиной. Новый путь идет, видите, у нас новый путь, который приведет вас
любви. Двоечка кубковая вышла. Любовная встреча идет у вас. Причем куда бы вы ни отправились. То есть какую вот вы сейчас изучаете информацию, что вы тут ищете, что вы хотите узнать. Вы как вам сказать, когда вы начнете воплощать в жизнь, да, вот эту информацию вы узнали, да, и теперь вы хотите что-то сделать в этом направлении. У вас там знакомство идет с мужчиной. Может, вы реально просто о мужчине, да, узнаете что-то, то, что было в сигнификации. И видите, здесь идет новое начало, новое знакомство, либо какой-то новый роман начинается, идет кубковая двоечка. Вот так у нас с порога, да, можно сказать, с первой же линейки уже карты говорят для первого варианта, что здесь будет у вас подсказка такая вам от ангелов-хранителей. Идет вам любовная история, любовный роман начинается. Давайте посмотрим, что еще карты скажут. Так. Идет усталость какая-то у вас, усталость, но это связано с пентаклями, это связано с деньгами, с зарабатыванием, возможно. Либо, знаете, кто-то, может быть, после тяжелой, допустим, недели, после трудов собирается на вечеринку куда-то с друзьями, с подругами встретиться. Вы хотите, как будто по семерке пентаклей это не очень какие-то большие деньги, либо вы выделили, скажем так, не очень большие деньги на какую-то вечеринку, да, сколько вы можете потратить. Либо это когда люди как бы сбрасываются, да, какими-то суммами для того, чтобы вместе что-то вот провести какой-то вечер. Здесь несколько человек будет, тройка кубковая, это обычно какая-то радостная встреча, несколько человек, да, компания как будто. Ну вот здесь идет просто отдых после тяжелой недели, скажем так, который будет у вас, ну таким, как это сказать там, недорого вам выйдет, да, недорого будет вам стоить, скажем так, экономичным таким. Эконом-вариант. Так, дальше что смотрим? Может быть, будет подсказка какая-то к этой линейке, что именно там нам хотели сказать карты. Хотел сказать ваш ангел-хранитель через карты. Может быть, что будет происходить на этой вечеринке? Давайте посмотрим. Итак, действительно идет вам удача. Вышла у нас карта фортуны с колесницей. Две шикарные, скажем так, два старших аркана. Смотрите, вы знаете, как будто... Я так чувствую. Что-то какое-то маленькое такое, у вас будет какой-то план, да, на маленькое дело, какой-то отдых небольшой, да. Ну, может, вы собираетесь куда-то поехать, я не знаю, в гости на выходные. А на самом деле вот это ваше путешествие, оно, большие такие какие-то, как бы, результат будет у этого вашего отдыха какого-то короткого. Во-первых, идет женщина. Возможно, это, конечно, вы, и просто показано, что будут перемены, пойдут какие-то, какая-то фортуна, удача. То есть, либо знакомство какое-то классное на этой встрече будет, либо, я не обязательно говорю о мужчине, это может быть и женщина, да, здесь тем более женщина вышла, это может быть любой человек, который, допустим, потом сыграет какую-то роль в вашей жизни, в чем-то поможет, в чем-то подскажет и так далее. То есть это будет для вас очень удачно, по фортуне, прям пофартит, повезет. Вот, если это у нас вы, то вы здесь очень довольны, видите на этой карте, вот она как раз вечеринка, и вы здесь, конечно, как бы звезда. Но с другой стороны, видите, да, тут какой ореол. С другой стороны, это еще может показывать знакомство с какой-то женщиной. Либо если вы едете к женщине, да, может быть, ну, вы едете к маме, допустим, да, что-то там везете, какие-то подарки, как-то будете там очень хорошо время проводить, допустим, с семьей какой-то. Семерка пентаклевая может тогда показывать у нас просто, ну, какие-то небольшие вложения, что вы там, может быть, купите какие-то маленькие мелочи, не знаю, может, сладости, да, к столу, допустим. Но вот это что-то маленькое вами задуманное, оно вот во что-то такое большое и классное для вас перерастет. То есть неожиданно для вас будет что-то хорошее вам из этой поездки, которую вы запланировали, вот просто чтобы отдохнуть, как бы отдохнуть от трудов, от вашего тяжелого пути. Так, дальше смотрим, что у нас тут карты скажут. Ух ты, жезловый туз. Ух, ты, туз кубковый. Но сейчас, если еще один будет туз, то мы вообще с вами выпадем в осадок, да? Итак, интересненькое дело. Ну, как всегда, девочки, наверное, нет ни одного расклада, не бывает, чтобы не объявился бывший. Ну, скажите, бывает такое? Ну, бывает или нет? Ну вот. Отшельник. По отшельнику, да? Отшельник. Человек, который отошел, там, потерялся, не пишет, не звонит, поссорились, как угодно. Какой-то на вашем пороге окажется с двумя тузами. То есть люблю,
хочу, не могу, соскучился, хочу быть с тобой, люблю тебя, хочу тебя обнять, соскучился, не могу, чувствовать через край. Вот здесь опять же, для кого-то это мужчина, но отшельник, значит, вы уже знаете друг друга, понимаете, уже ну, как бы отдалился, теперь будет возвращаться. Но для кого-то это может быть родной человек, например, взрослый сын, да, вот уезжал куда-то, был далеко, был в отшельниках, а теперь вот приехал стремительно, радостно, принес очень много радости своим визитом, да, принесет много для вас радости, и сам этому визиту очень рад. Поэтому здесь кто-то вот возвращается из какого-то отъезда, возможно, да, ухода, отъезда, как угодно. Для каждого по-разному проиграется, да. Дальше смотрим, какие советы придут к вам от ваших ангелов-хранителей. Так, кому-то из вас, дорогие мои, идет, знаете что, восстановление баланса в отношениях с женщиной, которую вы любите, простите, и для вас является это как бы мечтой. Смотрите, баланса отношений, либо баланса какого-то финансового. Может быть, кто-то кому-то должен, допустим, из вас, и будет эта проблема решаться. Но это то, чего вы очень хотели. Вышла у нас карта звезда. Именно вот королева кубковая, конечно, она тут прорисована у нас очень взрослой женщиной, да. Ну вот такая колода, видите? Поэтому, может быть, действительно с какой-то взрослой женщиной будет что-то решаться и паритет восстанавливаться. Еще тоже вопрос, какой не вопрос, вернее, а вариант. Значит, если кто-то из вас хотел получить какую-то денежку, помощь денежную от женщины старше вас по возрасту, то вы ее получите. Если вы являетесь женщиной в более зрелом возрасте, то вы будете кому-то помогать. Вот протянутая рука, а вы кому-то помогаете от чистого сердца и с любовью. Либо для вас будет помощь от женщины от чистого сердца и с любовью. И вышла карта звезды, то есть все довольны в этом случае, все довольны. И тот, кто протягивает руку помощи, да, и тот, кто хочет этой помощи, все довольны. Вот такая ситуация идет. Дальше смотрим. Так. Так, у нас снова здесь линеечка вышла, может касаться денег. Сейчас я вам расскажу. Пентаклевый король у нас идет, и девятка пентаклевая, и повешенный. То есть, смотрите, здесь так. Если у вас есть в семье мужчина, который, допустим, долгое время не мог найти работу, здесь мы видим, что он находит работу. И очень хорошую. Девятка пентаклей — это классно, это достаточно, да. Но впереди осталась десятка и туз. То есть это хорошая работа, хорошие заработки. Дальше, что хочу сказать. Это может также линейка говорит триада, что, опять же, какие-то были зависшие что-то, зависшие отношения, да, и человек, ну, как бы из этой паузы выходит, появится у вас. Ну, опять же, кто-то, может быть, поссорился, либо, может быть, это что-то связано с работой. Допустим, какой-то мужчина, работодатель, да, поскольку пентаклевым королем показан, обещал вам подумать, да, насчет новой работы. Сказал, я подумаю. И вот он будет появляться, скажет, да, я подумал и решил, я вас беру на работу. То есть вот так вот кто-то будет из вот этого повешенного, из какой-то паузы выходить с хорошим предложением, с какими-то финансовыми плюсиками, скажем так, да. Это может быть как для вас мужчина, который вам что-то, скажем так, предоставит или в чем-то поможет. Это также может быть мужчина ваш родной, да, у которого вот изменится так материальное положение, который для вас неравнодушен. Также это может появиться в вашей жизни мужчина, который будет успешным, пентаклевый король, девочки, спокойный, уравновешенный, любит все просчитать, записать, хозяйственный такой, да, и на работе, и дома. Вот, может быть, вы долго такого человека ожидали и наконец-то познакомитесь, может, вам именно такого и хотелось, да, спокойного, уравновешенного и расположенного к тому, допустим, чтобы, ну, к семейной уже жизни, да, чтобы не бегать туда-сюда, не искать никого и так далее. Дальше смотрим, как мне нравится новая колода. А вам напишите, нравится вам новая колода, пожалуйста, в комментариях. Так, такая вот история, да. Ну, тут четко идут перемены, связанные с работой.
кому-то. Идут перемены, связанные с работой. Видите, восьмерка, пентаклевая восьмерка — это карта труда и накоплений, принятия решений. И по карте смерти это идет трансформация, какие-то перемены. То есть кто-то из вас будет выходить все-таки на новые горизонты, что-то менять. Может быть, у вас уже есть устоявшаяся работа, а кто-то захочет и сможет еще как-то подрабатывать, да, еще один вид какой-то деятельности. Либо, ну, я не знаю, допустим, сдать что-то в аренду, если у кого-то есть там, не знаю, гараж там какой-то или квартира. Я почему это говорю, что это не обязательно может быть тоже ваш труд, еще один, а пассивный заработок, да, когда особо вы там не напрягаетесь, но денежка все равно приходит. Такое тоже может быть. Вот вы принимаете решение, и денежка приходит, но в связи с какой-то трансформацией. Ну, допустим, у вас есть квартира, в которую вы никогда не хотели впустить, скажите, арендаторов, да, всегда вам казалось, да ну, они там все испортят, ремонт испортят, да, а тут произошла с вами трансформация, вы подумали, да что она стоит, пусть она мне денежки приносит. И вы принимаете решение, что пусть люди заезжают, кто-то там, да, и вам приходят денежки. Поэтому вот так вот мы читаем эту линейку. Вот несколько вариантов прочтения, да. Дальше смотрим, дорогие мои. Первый вариант. Какие вам подсказки идут от ангелов-хранителей? Вот здесь я вижу, кто-то из вас, дорогие мои девочки, вспомнит о людях, которые ушли уже из жизни, о родителях, о бабушках, о дедушках. И видите, вот у нас восьмерочка кубковая, вот у нас карта судьбы. И вы просто будете думать об этих людях. И кто-то, наверное, будет просто поменет, поставите свечечку, либо даже поедете, проведаете на кладбище. Вот такое вижу. Вот. Кто-то, возможно, недавно потерял близких, и вы сейчас даже и оплакиваете. Тоже может быть. Так вот по этой линейке вижу. Дальше идем. Угу. Но здесь вижу, смотрите, кто-то как заскучает в своей умеренности, да, как будто кто-то возьмет, посмотрит на свою квартиру, да, и скажет, так, мне все, мне надоели мои обои, они слишком скучные, я все хочу изменить. То есть что-то будете вы менять, используя свое творчество, что-то придумывать, что-то менять, может быть на работе, может быть дома. И вышла у нас карта мага, говорит о том, что вы... у вас есть эти все возможности, у вас есть финансы, у вас есть возможности воплотить ваши задумки в жизнь. Именно проявить свое творчество. Смотрите, какая прелесть. И прелесть, что в этой линейке у нас карта умеренности, видите, карта арт, вот рисование. И карта Луна, это же тоже у нас творчество, поэтому четко здесь показано, что кто-то будет... А может быть, здесь просто показано, знаете что? Вот это украшение дома к праздникам, украшение двора, да, на работе там кабинетов, для деток там что-то, вот украшение. То есть будете вот реализовывать свое творчество. И финансов, и всего, что нужно, у вас хватит. Кому нужны помощники, будут помощники, кто вам поможет, поэтому... Потому что здесь все стихии, значит, все, что вам нужно, будет у вас под рукой. Так, дальше. Итак, смотрите, что я вижу. Есть какие-то люди, и которые хотят как бы узнавать о вас информацию, либо о вашей работе. Это могут быть, видите, карта дьявола вышла, как, например, конкуренты, которые подглядывают, да, что вы там, что вы предлагаете людям, и как бы копируют. Потому что вот у нас вышел, скажите, паж мечевой. Это всегда у нас наблюдение. Видите, даже здесь у нас, видите, написано, что хакер. То есть человек что-то наблюдает, что-то узнает, хочет узнать что-то, взломать что-то и так далее. Плюс дьявол. Ну, представьте, какие карты соединились. То есть явно человек... Кто-то хочет у вас выкрасть информацию. Выкрасть. Может быть касаться работы вашей, может быть касаться личной жизни. То есть здесь вот можно остерегаться, например, что кто-то будет залезать в ваш телефон и смотреть ваши переписки, ваши фотографии, либо ваш компьютер. Подсказка такая, да, защитить вот эти пароли, вот это все, чтобы никто туда не залезал. Смотрите, у этого человека, который хочет узнать вашу информацию, есть какие-то иллюзии, есть какие-то мечты. Здесь может быть по этим картам просто показан быть человек, который, например, хотел бы
ну, не знаю, соблазнить, например, вас мужчина какой-то, да, который там и рыскает по вашим фотографиям, по соцсетям, что-то хочет о вас узнать, потому что у него есть различные мечты тут на ваш счет, иллюзии, потому что, может быть, вы даже не посмотрите в его сторону. У него есть иллюзии, что вот он, может быть, пригласит вас на свидание, и у вас там все получится. Понимаете, вот такая здесь. Либо кто-то хочет узнать вашу информацию. Опять же, есть какие-то иллюзии. Может, он хочет эту информацию использовать, но у него это не получится, поэтому и вышла карта иллюзий, да, что ему только кажется, что он использует как-то эту информацию. На самом деле нет. Либо показано, что он ее все-таки не найдет. Мы что сейчас разобрали эту тему, да, и, возможно, вы прикроете свою информацию, защитите ее, да, чтобы никто ее все-таки не выкрал. Так, дальше смотрим. Итак, дорогие мои, для кого-то, кто-то из вас, кто смотрит меня сейчас, находится сейчас в принятии решения в том плане, вы хотите изменить свою жизнь и будете менять, насколько я вижу, когда вы хотите отложить немножко свою карьеру, свою какую-то реализацию в обществе, в социуме, а вы хотите посвятить себя материнству, возможно, семье и материнству. Видите, у нас здесь вышла императрица на этой карте, видите, это просто мама, которая вот кормит малыша из ложечки. И здесь у нас тоже кубковый паж. То есть буквально что-то новое. Опять же, малыши, детки показаны кубковым пажом. То есть здесь кто-то будет менять что-то, буквально ставить точку на карьере временно. Я не говорю, что навсегда, да. И уходить в декрет. По этой линейке этот человек вот будет скоро рожать, будут детки. Вот. Один или двое, может быть, уже есть кто-то старший, и будет еще малыш какой-то. Вот реализация именно связана с семьей идет. Причем здесь идет просто выбор, да, что что-то будет прекращаться, останавливаться, и входите вот в энергии, когда будете заниматься семьей, детками, материнством и так далее. Вот в этой колоде именно так императрица у нас прорисована. Видите, в каждой колоде по-разному и разную информацию и несет. Так, еще несколько карт, и мы пойдем во второй вариант. Что же вам подскажут ваши ангелы-хранители? Давайте смотрим. Итак. Ну, смотрите, я, конечно, дорассмотрю вот эту линейку. Я тут еще, конечно, доброшу карт. Смотрите, кто-то из вас смотрит сейчас на другие берега, для того, чтобы просто устроить свою личную жизнь, и вы ее будете устраивать. Я хочу вам сказать, что у вас есть сила внутренняя для этого. Для кого-то по шестерке кубковой это может быть возвращение человека, который был уже в вашей жизни. Вы уже встречались, возможно, расставались, и сейчас найдете в себе силы, скажем, снова воссоединиться. Но, конечно, для кого-то из вас это новая дорога любви. Шестерка кубков, шестерка у нас всегда дорога, кубки это любовная карта, видите, мужская и женская рука, очень красиво прорисована. Вот на этой колоде, видите, здесь показано, что люди могут быть разных культур, разного там вероисповедания и так далее, и из разных, скажем так, стран, частей планеты. Так, я хочу продолжить. Это пошла такая тема про любовь. Давайте мы ее продолжим. Несколько карт еще. И, конечно, надо идти во второй вариант. Но немножечко надо. Итак, вы знаете, мужчина, который в вашу жизнь заходит, вот здесь, конечно, он таким прорисован, да, очень волшебным, это наш император. Мужчина, который в вашу жизнь заходит, он будет рядом с вами и для вас императором. Говорит о том, что человек будет важный для вас, важное место занимать в вашей жизни. Смотрите, у нас есть королева жезлов вышла, королева жезлов и император. Есть ощущение, смотрите, что вы будете друг для друга как врачевать ваши раны. То есть встречаются люди, которые помогут друг другу во всех смыслах. Может быть, даже и действительно и в реальности, даже, скажем так, материально даже. То есть здесь идет объединение, которое будет для вас как лечебным. Понимаете, как излечение будет ваших душ. Как для женщины мужчина, так для мужчины женщина. Смотрите, что в конце у нас вышло. Карта мира. Это у нас
вообще огромная карта, очень теплая и очень счастливая, потому что всегда показывает, во-первых, степень важности события самого для вас и для этого мужчины. Вышла карта мира. Плюс показывает то, что для кого-то, если это мужчина из прошлого, значит будет мир крепкий, настоящий, когда уже, ну, все простили там друг другу, все, что было не так, все ошибки и так далее, и помирились, да. Но для тех, кто только знакомится с мужчиной, потому что там много было таких намеков, да, подсказочек, что вы знакомитесь, вы ищете, вы в поиске. Здесь человек зайдет, который, ну, не скажу, заменит вам целый мир, но будет являться для вас целым миром. Вам будет интересно вместе. Вам будет вместе удобно, комфортно и счастливо идти по жизни. Это какое-то грандиозное, большое событие для вас. Такой мужчина в вашу жизнь заходит. Понимаете? Вот такая у нас первая история, да, первый вариант получился на новой колоде. Спасибо вам за то, что вы со мной, дорогие. Я ожидаю от вас, что вы мне напишите, как вам колода, понравилась либо нет. Мы с вами сейчас приступаем ко второму варианту. Так, это мы убираем. Это мы приступаем. Давайте, второй вариант. Подсказки от ангелов-хранителей ваших. Угу. Люблю такие колоды, вот осовремененные, да, интересные какие-то. Либо наоборот, под старину. Так, давайте будем работать. Что нам скажет эта колода для вас, мои дорогие? Так, мы начинаем. Сразу у нас идет здесь мечевой король. Интересно, интересно. Еще один король. Хорошо. Дальше смотрим. Так, смотрите, два короля вышло, и между ними есть момент неустойчивости, двойка пентакливая и десятка мечевая. Вы знаете, для кого-то здесь так. Кто-то из вас, кто смотрит меня, девочки дорогие, возможно, вы сейчас на выборе. Есть мужчина, который, может быть, уже остыли вы к нему, остыли чувства, может, человек вел себя как-то очень некорректно по отношению к вам, устали вы от него, либо какие-то у него привычки были нехорошие, да. Здесь второй мужчина, видите, может такой заходить темпераментный, огненный, может молодой, который вас увлек, да, и вы, может быть, как между этими двумя мужчинами мечетесь, с кем остаться, кого выбрать. Этот может быть отец семейства, допустим, дети есть, а этот голову кружит. И у вас, может быть, знаете, вы в таком сейчас положении, когда не знаете, что делать, да, это разбитое такое состояние, потому что этот выбор тяжелый для вас. Но выбор точно есть, видите, двойка пентаклей. Для некоторых, не говорю, что для всех. Балансирует кто-то. Либо есть мужчина, но есть и любовник, такое тоже может показывать. Кому-то может эта линейка показать, что были встречи с мужчиной, да, есть какой-то дома мужчина, такой, может, холодный, либо агрессивный он какой-то. Был мужчина еще, который был по сердцу, а сейчас, может быть, вы расстались. Вот видите, десятка мечевая, целых 10 мечей, поэтому это очень колючее какое-то болезненное такое расставание. Для кого-то, не говорю, что для всех, но у кого-то такая ситуация сейчас. Так, давайте тогда совет. Ну, хотя какой совет? Только сама женщина может сделать точный выбор. Ну, хорошо, что карты скажут, потом мы пойдем дальше. Именно на вот эту первую линейку подсказка какая будет? Ну, вы посмотрите. Первая линейка со второй четко перекликаются. Вы только посмотрите, что карты говорят. Так, видите, что идет? Здесь шанс, здесь полное разрушение. Здесь семья, да, здесь карта смерти, то есть трансформация. Ну, что хочу вам сказать. Здесь подсказка действительно есть. Если вы не видите, если вы живете с мужчиной, от которого вы устали, который деспотичен, да, или там у него, говорю же, есть какие-то зависимости и так далее, вы устали, и вы понимаете, когда вы сядете и поговорите сама с собой, вы, например, понимаете, что он не изменится, что жизнь так и будет с ним, вот в таком виде, как она есть. То здесь, конечно, понятно сказано, что лучше брать такой шанс, потому что это просто потерянная жизнь. Если вы считаете, что в ваших отношениях с мужчиной, вот тем мечевым королем, еще можно что-то сделать, да, трансформация возможно, тогда можно попробовать и сохранить еще шанс все-таки с этим мужчиной. Если вы считаете, что у вас там, не знаю, дети, дом и так далее, есть
скажем, причины, либо вы, может, до сих пор его любите, но просто устали от его отношений, от его поведения, да. То есть просто нужно хорошо подумать, есть еще шанс с этим мужчиной быть или нет. Нормально жить и действительно радоваться жизни, а не просто ее тратить впустую, да, потом в конце жизни пожалеть горько. Поэтому вот так вот, вот такой вам совет. Если нет возможности никакой, не можете уже, ну, надо брать другие шансы тогда. Идем дальше. Не все в таком ситуации, в такой. Мы идем просто дальше. Что нам скажет колода? А в этой колоде, видите, пентакливая королева у нас идет с ребеночком, хозяйка дома. Сейчас посмотрим, что нам скажут карты. Так, дорогие мои. Здесь, смотрите, предупреждение идет. Вот, женщина пентакливая королева, и как будто есть вариант, есть такая опасность, что ли, потерять крупную сумму денег. Девятка пентаклей — это крупная сумма денег. И вот карта потерь. Причем вот эти потери, это у нас же показывает часто и кражу, воровство. Либо потери, как потерять кошелек, да, то есть быть внимательными, вам такое подсказка, да, чтобы вы что-то не потеряли, потому что в момент, если вы что-то потеряете, либо украли там тот же кошелек или какую-то купюру, это отразится на вашей силе. Ну, представьте, да, человек там, не знаю, гуляет по городу, и у него потерял он кошелек. Конечно, вы сразу теряете свою силу, потому что, боже, что делать, да, куда бежать? Ни карточки, ни налички нету, да, и как бы это сразу на вашей силе отражается, потому что вы чувствуете себя беспомощными, да, то есть вот эта линейка четко говорит, просто быть внимательными, чтобы все просчитывать, проверять все время на месте. Это предупреждение, поэтому вы вполне его можете обойти. Проверять все время, на месте ли ваши, скажите, деньги, да, и, ну, естественно, так их класть, чтобы никто не мог их украсть, залезть куда-то, да. Вот такое просто предупреждение, обратите на это внимание. Так. Опять же, обратите внимание, если у вас кто-то хочет попросить денег в долг. Вы понимаете, да? Крупную сумму кто-то может попросить денег в долг. Человек может потом очень долго ее не отдавать в этой карте. Просто как обман тогда может идти, что он скажет, я тебе отдам через месяц, а сам не отдаст. Может, когда-то и отдаст, но вы же рассчитывали через месяц, правильно? И это ударит по вашей силе, да, по вашей энергии. Это и обидно, и неприятно, и как бы денег меньше, чем вы рассчитывали. Обратите внимание. Идем дальше. Второй вариант. Второй вариант. Ух ты, вот так, да? Хорошо. Так. Справедливое решение. Справедливое будет решение. Итак, смотрите. Если у вас есть сын-подросток, либо взрослый уже, у него могут быть начальник, например, император идет как начальник, но это может быть и отец, например, ребенка, будет какое-то принимать справедливое решение, связано с этим человеком, да. Ну, это может касаться денег, потому что показан этот ребенок, либо подросток с пентаклем в руке. То есть, может быть, будет принимать решение, например, там, я вот тебе больше буду теперь денег давать на гормонные расходы, да, потому что ты там хорошо закончил год и так далее. Какое-то будет приниматься справедливое решение, да, либо это решение будет приниматься где-то госорганы, да, что такое император, это и госорганы, это и школа. Может быть, будет приниматься какое-то решение, да, по школе, по какому-то заведению обучающему. Дальше смотрим. Конечно, касается тех, у кого вот такая именно ситуация есть в жизни. Потому что, видите, тут советы, ну, разнообразные очень для многих людей. Так, вот так вот, да? Угу. Угу. Смотрите, вот есть ощущение, что кто-то задумал из вас, возможно, какое-то дело, которое вы давно планировали. Шестерка кубковая, давно дело было. Ваши планы, скорее всего, возможно, они уже не актуальны, судя по этой линейке. Ну, может, кто-то, например, думал, вот, я не знаю, вот образно говоря, да, вот выращу цветы и буду их продавать. Ну, я вам очень образно. Но судя по ситуации,
Почему цветы, да, увидела здесь букеты, привела такой пример. Судя по ситуации, немножко вы припозднились с такой идеей. То есть здесь показана какая-то идея, которая уже не актуальна. И вы эту идею как бы давно лелеете. То есть, скорее всего, нужно вам пересмотреть свои планы, посмотреть, как оно сейчас в это время уже проиграется. Да, что-то вот из прошлого, что вы там задумали, оно может не срастись просто потому, что не актуально. Также по этой линейке хочу сказать, здесь может у вас на пороге появиться мужчина из прошлого. Может быть, это ваш какой-то одноклассник, который был в вас влюблен давно еще. Человек с душой, с любовью, но это он был когда-то у вас, да? Либо какой-то, кто вас любил когда-то. Может, у вас и не было отношений, но был какой-то парень, да, мужчина, влюбленный в вас. Вот у вас будет встреча. Человек очень по вам скучает. Он чувствует себя без вас одиноким. То есть, возможно, несет это свое чувство вот целую жизнь. И вы, когда это узнаете, да, вот он скажет, да, вот я целую жизнь тебя помню, люблю. Вам будет и больно его, и жалко, и обидно. Вы будете понимать, что это действительно громадное чувство. Вот вышла карта мира. И вы знаете, может быть, для кого-то, если вы, например, в одиночестве, если вам этот мужчина приятен, молодой человек, этот мужчина, да, может быть, у вас из этого что-то и получится, потому что он придет к вам чистосердечно, с любовью. И, ну, такой, как вам сказать, вот вышла карта бедности, да, может быть, действительно, он как-то очень в жизни сильно пострадал, вам и жалко его будет, да, либо это показано просто, да, что он, как сердце его разбито, то, что вы его не любите. Ну, как вы себя поведете, это уже ваш выбор на самом деле, но вы поймете, что его чувство безгранично. Вот вышла карта мира, настолько он сильно любит вас, и, возможно, кому-то это именно то, что и нужно сейчас, да, будет вам такое лекарство тоже от одиночества и от грусти. Чье-то признание такое идет кому-то. Так. Дальше что? Угу. Боже мой, мама дорогая. Ну что ж. Вы знаете, у кого-то либо есть отношения, которые приносят насколько радости, настолько и боли. Это очень похоже либо на треугольники, но на треугольнике, когда, например, женщина свободна, а мужчина женат, ну, либо оба не свободны. Смотрите, девятка кубковая, любовная карта, причем очень часто карта интима, карта плотских утех, наслаждений. Она связана, смотрите, и с болью, и со страхами. Страхи тоже часто показывают, ну, боюсь, да, страшно, чтобы это не открылось, чтобы люди не узнали. То есть, с одной стороны, эта любовь приносит огромную радость, карта солнца, да, страшное наслаждение, вообще свет в окошке. Вы ожидаете этой встречи, этой ночи, этих объятий. С другой стороны, это ваша боль, это ваш страх, это ваша печаль, это ваши раны. Ну и вот вышла у нас кубковая королева. Понятно, что, ну, вы точно любите. Здесь именно показана королева. Я понимаю то, что вы любите точно. Что там с той стороны, не могу сказать. Не вышел король, да? Но вам эта связь приносит огромную радость и огромную боль одновременно. Вот такой момент показан. Если хотите, мы сейчас такие острые моменты мы просматриваем. Может быть, будет какой-то совет вам, да? Совет давайте посмотрим. Хотя, опять же, да, сам должен каждый решать, кто тут может посоветовать. Но интересно все равно, что карты скажут. Поэтому давайте посмотрим. Какой совет на этот случай? Так. Ну что, скорее всего, то, что я вам скажу, вы знаете это и сами. Это именно продолжение той линейки, которая только что была. Итак, находитесь вы в иллюзиях, в подвешенном состоянии. Скорее всего, здесь та история, когда неравноценное отношение. То есть, может быть, вы любите, а другой человек просто пользуется вашей любовью. Да? Приходит, да, он получает наслаждение, но он не любит, может быть, так самозабвенно, как вы. Это тяжелая дорога, тяжелый путь. И ваш выбор оставаться в этих отношениях, либо нет. Но здесь идет нарушение баланса. То есть здесь точно один любит, другой нет, либо один любит очень сильно, а другой
чуть-чуть, что называется, да. Ну и заблуждение идет по карте Луне. Луна, вы видите как-то все в искаженном виде. То есть что-то себе допридумываете, да, додумываете, ситуация подвешена. То есть, возможно, человек, например, годами, есть люди встречаются, и мужчина годами обещает, что я разведусь, вот вырастут дети, я разведусь, я буду с тобой. И женщина ждет, ждет, она ходит в этих розовых очках, хотя в глубине души понимает, да, что если бы хотел бы, уже был бы рядом. То есть вот такая вот линейка, вот так вот. Думать только вам, но подсказка здесь, видите, такая же горькая, как и сами встречи, да, горько-сладкие. Встречи и подсказка тоже такая. Ну, вы поняли все, не будем дальше это развивать. Дальше идем. Для других, да, много людей смотрит, и каждому какие-то свои идут подсказки. Так. Угу. Итак, смотрите. Здесь показана императрица. Это вы, конечно. Вы выходите в энергию императрицы, да, когда вы все-таки держите в руках вашу жизнь, управляете своей жизнью, а также еще и другими людьми управляете. То ли дома, то ли на работе, то ли и там, и там. У вас есть стабильность. Это финансовая стабильность и вообще внутренняя какая-то стабильность и гармония. Но есть какой-то мужчина молодой, который разбивает вам сердце. Возможно, это тот, с которым вот эти встречи у вас, да, горько-сладкие. Возможно, это, например, взрослый сын, рыцарь жезловый выпал. Вот разбитое сердце. Может, приносит вам какие-то огорчения, да, не может найти работу, либо ему не везет с друзьями, либо не везет с девчонками, да. Как-то ваше сердечко вот он разбивает, этот мужчина. Напрямую еще может иногда показывать, когда у этого молодого человека проблемы с сердцем. Ну, мало у кого, конечно, проиграется, но тоже может такое показывать, естественно. Так, либо в треугольнике сейчас находится, и вам это тоже больно понимать, да, что там, что у него такие страсти кипят. Так, какие еще подсказки для вашего второго варианта даст нам эта колода и ваши ангелы-хранители? Смотрим. Угу. Так, вы знаете, здесь показана у нас верховная жрица. Вы знаете прекрасно, да, что это у нас мудрая женщина, опытная, с серьезным таким, умеет очень серьезно и глубоко анализировать ситуации, приходить к правильным выводам, хороший советчик, хорошая поддержка. Вот если у вас есть такой человек, здесь может быть какой-то человек, либо будет давать вам подсказки. Вот, смотрите, мечевой паж, да, это же у нас что? Информацию. Человек хочет открыть какую-то информацию. Вот это может быть таролог, женщина опытная, взрослая, да, которая обладает определенными знаниями, очень часто эзотерическими. Вот, это могу быть я, реально я, ваш таролог. Паж мечевой, то есть я просматриваю вашу жизнь, да, просматриваю ваши любовные дела, ваши выборы. В этой колоде у нас старший аркан влюбленный, а карта выбора. Видите, 3 человека. То есть я просматриваю, как подсматриваю, просматриваю ваши ситуации и ваши выборы. И как бы навожу порядок в ваших сердцах, в ваших душах. То есть здесь идет внутренняя ваша борьба. Кого выбрать. Либо если вас выбирают, то что делать, если выбирают вас. Вот есть такая женщина, может быть, это я. А может быть, вы ходите где-то к другим каким-то тарологам, лично, значит, на прием, там, в кабинет, так сказать. Да, это тоже так бывает. Я делаю расклады через интернет, да, записываю. Есть мои телефоны под видео. Пожалуйста, тоже можете обращаться, конечно. Только очередь там до 7 дней. Так. Дальше что? Ну, как интересно, да? Видели, какая линейка вышла? Кстати, в этой линейке, которую мы просмотрели, вы видели, да? Никакого негатива. То есть реально рекомендовано. Рекомендовано. Если нужны какие-то подсказки, почему их не взять, да? Если они есть. Они же есть, они существуют. Их только нужно взять. Так, следующая линейка. Угу. Очень скоро по рыцарю мечевому будете заходить в двоечку. То есть
женщина заходит в пару. Это будут какие-то молниеносные отношения, очень наполненные энергией сексуальности. Женщина будет себя реализовывать. Двоечка жезлов — это всегда пара, всегда мужчина, который заходит в вашу жизнь, в пару, чтобы вы были вдвоем. Смотрите, целые 3 карты жезлов. Жезлы — это у нас, да, полный вперед в решении ваших проблем жизненных, и в том числе это у нас огромная потенция. То есть здесь реализация ваша идет как женщины с мужчиной, естественно. И здесь скорость показана. Очень скоро будет какой-то мужчина в вашу жизнь заходить, и все в ней перевернет. Будете в паре с каким-то мужчиной. Может быть, нам сейчас карты покажут, с каким именно. Вот, потому что тут много было вариантов, да, кого вы выберете. Кто-то выберет мужчину из прошлого, кто-то нового мужчину. Давайте рассмотрим. Так. Ой, что я вам хочу сказать. Здесь вы столько всего уже пережили. Вы вот в этой линейке, вот в этой, то, что я сейчас смотрю, предыдущее вот это. Здесь женщина ни в какую, нет, не согласна быть с кем-то из прошлого. Нет, категорически. Вы смотрите на другие берега. Вы смотрите куда-то, вы общаетесь с кем-то из другого города, из другой страны, с кем-то, кого вы не знали раньше. Потому что все, что вами пережито, здесь просто жесть. Здесь и предательство, обманы, треугольники, разбитые сердца, столько преград. Это все пережито вами. Это очень тяжелая линейка, но вы поняли, поэтому, что вы ни с кем из прошлого не хотите быть. Вы смотрите вперед. И мы видели, да, по предыдущей линейке перед этим, что вы будете в паре. У вас все будет хорошо. Давайте посмотрим, что карты скажут. С кем же вы будете в паре. Так. С кем это вы тут строите планы? Давайте посмотрим. Так. Итак. Строите планы на новое начало. Здесь, вы знаете, как будто период какой-то тяжелейший закончился. Десятка жезловая. Трудный путь, да, либо трудный путь, скажем так, в отношениях с кем-то прошли, когда мужчина все нервы истрепал, да, и вы ставите на этом точку. Вы хотите новое начало, нового мужчину, и действительно у вас это будет. Вот видите, вы смотрите на эти кубки и думаете, ну пусто, в душе пусто, в сердце пусто, никого не люблю, я вообще, мне войдет в мою жизнь, в мое сердце мужчина какой-то. А вот вам по 4 кубка, вы видите, просто с неба ангел, а у нас сегодня мы с кем разговариваем с помощью карт Таро, с вашими ангелами. Дает вам этот кубок, ну на же, возьми, ну повернись же, вот возьми же этот шанс. Это ваш шанс, который вам обязательно в вашу жизнь зайдет. Вы строите на это планы, и вы получите, конечно, вы получите мужчину, с которым вы будете в паре. Сейчас вот какой мужчина выйдет, тот и ваш. Так, новый путь однозначно будет. Здесь, девочки, идет даже десятка кубковая. По кубковой десятке это уже, видите, такие отношения близкие к семейным. Ну, не всем, конечно, надо семья, да. Кто-то хочет просто встреч, но постоянного партнера, либо, скажите, ну, чтобы не менять, не ревновать, никто не вмешивался, да. Либо гражданский брак, тут у всех по-разному. Вы видите... Медленно, но уверенно, но вы к этому приходите. Вот он, новый путь и десяточка кубковая. Приходите к этому. Опять же, умеренность у нас показывает. Умеренность показывает у нас то, что день похож на один на другой. Я извиняюсь, что я как бы одними и теми же фразами говорю, но это просто четкая фраза, которая доносит смысл, да, как там вокруг не ходи, так оно и есть. То есть это спокойная, гармоничная жизнь. А действительно, если у нас бывают, да, какие-то взлеты, вспышки, там влюбленности, перевороты, но мы же не живем все время в таком кипятке, да. Обычно нормальная человеческая жизнь, она идет спокойно. И иногда ее там какие-то выходят из берегов реки. Ну вот темперанс, это у нас умеренность, это спокойная, в общем-то, жизнь. Иерофант, законность, опять же, двойка кубковая. Здесь мужчина заходит в вашу жизнь, вот он, кубковый король, который захочет все-таки законно с вами быть, по закону, понимаете? Вот он, иерофант, это закон. Это у нас традиции, это у нас духовность. Вот такой мужчина заходит в вашу жизнь. По двойке кубковой, видите. Интересно, что кубковый король зашел. Именно кубковый, дорогие мои. То есть с любовью идет к вам, с этим кубком. Ожидайте. И это будет мужчина этот заходить именно для тех, кто новый, да, кто не хочет уже никого из прошлого, уже как бы сыты, и там нечего действительно уже не ожидать, ничего, там ничего хорошего не было. Вы сделали выбор, вперед смотрите. Ну, пару карт еще подсказка от карт Таро давайте.
Пару карт. Так, фортуна здесь идет, пентаклевый еще король и семерка кубковая. Дорогие мои, у вас выбор будет, у вас даже будет выбор. Я думаю, что каждый просто выберет сердцем. Выбор будет из двух мужчин, потому что вот семерка кубковая это всегда выбор. И двое мужчин вышло, и колесо фортуны. Колесо фортуны выпало, правда, на кубкового, но я думаю, вы и так выберете сердцем, на самом деле. Выберите, я думаю, вы сердцем ваше будущее, да, ваше будущее в паре. Осталось до него, да, увидеть его среди тысяч лиц, которые вам не нужны, увидеть именно свою, которая вам необходима. Звезда у нас карта говорит, конечно, о том, что сбудутся ваши мечты, и о том, что эти отношения, они будут продолжительными, потому что все небесные светила это всегда продолжительное что-то. Так что вот такая у нас подсказочка от оракула. Вот так. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч и пока-пока.